Проектируя интерьеры, нам часто приходится предусматривать потайные места хранения, и в этом видео мы поговорим о хитром, о том, где в интерьере спрятать свои драгоценности и пожитки от наглых воров, и что такого вы можете обустроить в интерьере вашей квартиры или дома, где они никогда не додумаются искать, ну или как минимум не успеют добраться до этих мест. А я, как и прежде, Наталья Шелковская, дизайнер интерьера. Подписывайтесь, мы тут говорим о домашнем уюте и интерьерной эстетике. Есть, конечно, сейфовые банковские ячейки и иные удаленные места хранения, к которым прибегают примерно 10% людей. Но мы тут будем говорить про тот случай, когда хочется спрятать что-то значимое именно дома и спрятать не от близких, а от воров. Самая популярная категория – это ожидаемо сейфы. Около 30% людей хранят свои ценности в домашних сейфах и располагают их в местах, которые известны грабителям уже очень много лет и которые проверяются в первую очередь. Это, например, места за картинами, фотографиями, зеркалами и иным настенным декором. По некоторым измерениям более половины тайников располагается именно там. Также многие любят прятать сокровища в скрытых отделениях шкафов для одежды или же просто среди одежды и нижнего белья. Таких людей примерно 20%. В их числе была и моя бабушка. Например, она любила прятать ценности в постельном белье в шкафу. Но вообще в случае кражи вор, скорее всего, вывернет всю одежду, в том числе и корзину для грязного белья. Примерно 15% используют другое традиционное место для хранения наличных и небольших ценных предметов. Это места внутри подушек или под матрасом в спальне. Другие 15%, насмотревшись фильмов, хранят деньги внутри книг, в хрустальных вазах, в неиспользуемой посуде на кухне или еще каких-то предметах, в стеллажах или так называемых стенках за стеклом. Но это даже от детей не спасет. Я конфеты, которые от меня прятали родители, находила как раз где-то там, в этих вазочках и за книжками. Ну и в 10% случаев люди для хранения ценностей задействуют антресоли или чердаки и подвалы в случае с домом. Это в случае хранения больших ценных предметов, которые не используют часто. В общем, все эти места давно известны, и если у вас что-то лежит в таких местах, то, скорее всего, это лучше перепрятать. Конечно, раз уж вор охамел влезть в чужое пространство, то он не имеет сострадания и в поисках наживы считаться ни с чем не будет. Но его время ограничено, и поэтому можно в своем доме все спрятать так, чтобы до самого ценного он не успел добраться. А чтобы время его было ограничено, конечно, лучше подключать дом к охране, ставить сигнализацию, которая привлечет внимание соседей, ну или как минимум самостоятельно организовать внутреннее наблюдение, когда вас нет дома, чтобы, получив уведомление, можно было вызвать полицию. В любом случае, чем больше тайников вы себе придумаете, тем лучше распределите риски. Можно даже начать с того, что на виду оставить, например, поддельные часы, а более дорогие оригиналы спрятать в менее тривиальное место. В более доступное или ожидаемое место примонтажить пустой сейф, пусть отвлекаются на него, а в более надежное установить настоящий сейф с ценностями. Ну или немного денег сложить в легкодоступное место, а много денег спрятать понадежнее в разные места. Если время его уже поджимает, то вор ухватит то, что уже нашел, и уйдет. Вообще, очень хорошо бы закладывать тайники и сейфы заранее, еще на этапе проекта, как это делаем мы, или хотя бы на этапе ремонта и формирования стен. Тогда могут получиться довольно надежные варианты, до которых не доберутся сразу, если о них, конечно, не знают заранее. И тогда такие тайники можно закрывать мебелью или, например, отодвигающимся стеллажом, который еще к тому же можно припереть тяжелым диваном. Или можно разместить за стеновой панелью, которая выглядит просто как отделочный материал на стене, и поставить перед этой панелью какой-нибудь отвлекающий пьедестал со скульптурой или цветами. Даже если там найдут сейф, не факт, что они успеют отодрать его от стены, взломать или взять с собой. Тут размер и тяжесть сейфа будут играть решающую роль
против ограниченного времени и сил у воров. При подготовке заранее можно устроить похожий тайник на кухне или в санузле. Внешне такая плитка может немного выделяться за счет швов, поэтому продумайте место, которое не будет сильно бросаться в глаза, например, за стиральной машиной или за увесистой кофемашиной, и используйте на всей плитке темную затирку, да и вообще светлую пореже используйте, она мало куда подходит, в большинстве случаев просто заставляет швы светиться. Если же это тайник на видном месте, то для достоверности зазоры у такого тайника можно обработать подходящим под цвет герметиком, и когда он засохнет, аккуратно его подрезать с одной стороны по периметру. С таким маскировочным решением и тайник перестанет выделяться за счет отсутствия швов и открываться при этом будет. Для этого можно использовать как самодельные коробочки хранения, так и ревизионные люки. Кстати, ревизионный люк под ванной тоже может сгодиться, он еще не у всех бывает, поэтому до него могут и не додуматься. Маленький тайник можно сделать в обесточенной розетке или просто в небольшой нише, которую вы прикроете фальш-розеткой без механизма. Туда поместятся небольшие вещи, свертки или даже драгоценности. Но в попыхах вор точно не сообразит проверять, есть ли в розетках тайники, что-то там раскручивать или отщелкивать их, особенно если в доме много розеток. Но для такого решения есть даже специальные сейфы, которые встраиваются в стену и внешне выглядят как обычные розетки, и при этом даже закрываются на ключ. Они уже имеют большую вместимость. Но тогда нужно подобрать коллекцию розеток, чтобы розетки сейфа не выделялись на фоне остальных. Но и места внутри стены такие сейфы-розетки требуют, конечно, больше. А в некоторых случаях можно даже воткнуть вилку в такую фальш-розетку или задвинуть ее комодом наполовину, как это принято в большинстве квартир и домов, чтобы уж точно никто не догадался. Вообще существует целая серия сейфов, которые внешне выглядят как ординарные предметы быта, консоли или часы, например. Так что это тоже неплохой вариант. Любые горизонтальные поверхности, книжные полки, консоли, подоконники, горизонтальные поверхности тумбочек или столешницы иной мебели можно сделать с широким выдвижным торцом, который, кстати, вместить в себя может очень много. Только и открывание у него должно быть не push-to-open, потому что оно дает заметную щель, а какое-нибудь затрудненное, чтобы избежать случайного открывания при уборке или при касании, и чтобы даже надо было сделать небольшое усилие для открытия такого торца. Вертикальные торцы мебели тоже работают хорошо, по такому же принципу можно использовать и их. Или, например, кухонные боковые доборы тоже обычно не вызывают ощущения, что кто-то что-то там мог спрятать. Немногие в своих поисках тайника в квартире додумываются до цоколя мебели, и если до кухонного цоколя еще как-то могут догадаться, потому что там у многих очень часто пустое пространство, и этот цоколь легко отщелкивается, хотя мне это все равно кажется не первым местом поиска, то до цоколя больших тяжелых шкафов додумываются еще реже. А там можно тоже неплохо обустроить все секретики, если эту функцию для шкафа продумать заранее. В спальне тоже можно хранить ценные вещи, но лучше не под матрасом, как мы обсудили выше, а, например, в полых столбиках кровати или в мягкой части изголовья. Как вы поняли, тайники можно сделать везде, а главное проявить смекалку и сообразительность. Можно сделать фальш-панели с полочками внутри, и чем их больше, тем меньше вероятность, что в условиях ограниченного времени до их проверки дойдут руки. Теперь рассмотрим шторы на предмет размещения там тайников. Для этого подойдут только плотные шторы до пола. Все потому, что у плотных штор, как правило, подшивают нижнюю часть, чтобы скорректировать высоту. В этом месте появляется карман, в который можно сложить легкие ценности на хранение, а потом зашить по краям, чтобы они случайно не выскочили. Но такой тайник подходит лишь для легких вещей, таких как деньги, документы или небольшие украшения. А еще тут важно случайно не постирать свои тайные сокровища в стиральной машинке вместе со шторами. Теперь обратим свой взор на двери. В некоторых дверных коробах часто остаются полости внутри, которые можно заполнить своими вещами. Продольные и поперечные перекладины можно закрепить таким образом, чтобы потом их можно было легко снимать и получать доступ к пространству внутри. Также тайники могут быть размещены и в торцах двери. И такие тайники могут быть достаточно вместительными.
Но еще можно сделать полости в верхней части самой двери и туда заложить какие-нибудь небольшие ценности. Старая бытовая техника неприглядного вида, например, старый пылесос, сам по себе может выступать в роли вместительного сейфа-хранилища. Можно использовать только контейнер для пыли, но еще можно вообще разобрать весь пылесос, изъять из него внутренности и наполнить его еще большим количеством вещей. Но в качестве хранилища нужно использовать действительно устаревшую бытовую технику, которая не привлечет внимания негодяев. Или, например, современные швабры с телескопической ручкой и полой конструкцией и ограничителями, например, из винных пробок или ведра с крышкой, могут стать хранилищем для какого-нибудь свертка или драгоценных мелочей в мягкой обертке, до которого наглые воришки не успеют добраться. Под эти цели еще можно использовать встраиваемую или иным образом намертво приколоченную бытовую технику. Очень часто в приборах есть полости, которые никак не задействуются в работе. Если вы по натуре своей хомяк и любите иметь на черный день огромное количество припасов, консервов, коробочек, баночек и скляночек, то в одну из этих 20, 30, 40 банок, пакетиков или коробочек, чем их больше, тем лучше, уже можно что-то спрятать и спутать следы. Не будут же воры перетряхивать все пакеты с крупой и вскрывать все банки с томатной пастой. Обеденный стол обычно не сильно привлекает внимание и не часто становится местом для поиска. Немногие знают, что существуют столы с ящиками для посуды, поэтому если стол выглядит как монументальный, не раскладной, есть вероятность, что до него не дойдут руки грязных воришек, потому что заподозрить обеденный стол в наличии тайников довольно сложно. Также можно использовать для тайных секретиков складные механизмы стола и полости внутри конструкций, таких вот раскладушек. Иногда бывают столы с полыми ножками или большим полым подстольем, куда тоже можно что-то спрятать. Ящики с двойным дном – это классика жанра. Это очень популярное решение, наверное, такие тайники в ящиках столов, тумбочек ищут в первую очередь. Поэтому, если вы используете такой, то выглядеть он должен чрезвычайно незаметно, а лучше создан профессиональным столяром. При подготовке ролика я посмотрела фотографии квартир и домов после краж. Ящики мебели – это первое, что выдергивают и полностью вытряхивают. Но этот тип хранилища все еще многим очень любим. Поэтому тут можно поступить так. Поставить себе какую-нибудь всем известную мебель типа IKEA или других популярных брендов, а сами ящики оттуда вытащить и перезаказать отдельно, чтобы столяр уже основательно сел и придумал сложные и надежные механизмы со скрытым хранением в заданных рамках, которые не открывались бы так просто и не были бы заметны с первого поверхностного взгляда. Можно проштробить или организовать небольшую нишу в полу или за плинтусом. Важно все это аккуратно закрывать и придумать хорошую плотную застежку, например, на магнитах. И только вы будете знать, за какой плашкой хранятся сокровища. При этом при организации такого тайника нужно знать, где находится электрика, чтобы не встретиться случайно с проводами. Вентиляционная решетка – это излюбленный тайник всех детективов и фильмов про шпионов и про криминал. Но, на мой взгляд, он подойдет только в случае, если у вас в доме большая и разветвленная система вентиляции и кондиционирования, чтобы ходов и поворотов в этой системе было много, а решеток достаточно для того, чтобы утомить самого дотошного грабителя. Некоторые организовывают открывание в таких тайниках с помощью карты. Делитесь вашими идеями тайников в комментариях, обратите внимание на мои курсы по ссылке в описании к ролику. А отблагодарить меня и поучаствовать в жизни канала вы можете, став спонсором здесь, на YouTube, подписавшись на мои Patreon или Boosty. Все ссылки есть в описании к видео и в описании канала. Поддержите этот ролик лайком, отправьте его вашим друзьям и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!